Привет всем! Сегодня у нас тема, которая, я думаю, многим близка. Денди. Старые добрые игры. Мы тут посмотрели один диалог Ивана и Боба. Они там вспоминали свои ощущения. Попробуем копнуть глубже, понять, что же там было такого особенного. Хорошо? Давайте разберем это. Да, привет. И знаешь, что в этом диалоге цепляет? Это не просто перечисление названий, там живые эмоции. Вот эта сложность, о которой они говорят, совместная игра и какое-то чувство волшебства, что ли, которое сейчас, наверное, не повторить. Вот-вот магия. И список игр у них, конечно, прям по классике прошлись. Начнем, наверное, с Super Mario Bros. Легенда же. Но, судя по их разговору, до Баузера добирались единицы. Ну, да. Зато вот эту первую черепаху, на которой все, кажется, хоть раз да погибали в самом начале, ее помнят абсолютно все. Это, знаешь, как порог вхождения. Точно. Сразу понятно, что легко не будет. Ошибка, и все сначала. Терпение нужно было железное. Да, источник как раз это подчеркивает. Упорство. А Battletoads and Double Dragon, они там про кооператив говорят. И сложность такую, что, прям хотелось плакать. И эта сцена на скутерах, конечно. О, вот это очень интересный момент для анализа. Как они описывают совместную игру? Ведь сложность в Battletoads, она не только для одного игрока была запредельной. Вдвоем надо было действовать, очень слаженно. Ага, ошибся один, страдают оба. Именно. И вот эта динамика, о которой они вспоминают, то поддерживаешь друга, то ругаешься на него. Это же, создавало совершенно особую атмосферу. Да уж, напряжение то еще. Так, дальше у них контра. Экшен нон-стоп, апгрейды оружия. Они еще упоминают, что сюжет про пришельцев тогда как-то мимо проходил. А кто там вникал? Главное, беги, стреляй. Это хорошо показывает, что геймплей был на первом месте. Механика, реакция, вот что цепляло, судя по их диалогу. Сюжет, был и был. Фон. Совершенно верно. А Battle City, танчики. Как же без них? Защита орла — это святое. И споры с другом, если он случайно или не случайно по штабу попал. Да, и, кстати, они же там упомянули редактор карт. Точно. И вот эта деталь, редактор карт, она любопытная. Это же, по сути, самый первый опыт геймдизайна для многих. Возможность самому что-то создать, свой уровень построить, пусть примитивный, но свой. Это, знаешь, очень сильно стимулировало. Да, элемент творчества — это всегда мощно. Еще не тепло вспоминают Бомбермен. Хаос, взрывы и вот этот смех, когда подрываешь друга. Это да, веселье чистой воды. И тут же для контраста они говорят про Робокоп. Мрачная атмосфера, сложные боссы. Совсем другое настроение. Именно. Вот он, спектр эмоций от Денди, как он виден из их воспоминаний. От такого, знаешь, социального угара в Бомбермен до фрустрации и вот этого чувства «я смог», когда проходишь что-то дико сложное в одиночку, как в Робокоп. Еще из интересного у них было The Flintstones, говорят, будто прямо в мультик попал. А «Принцу в Перше» графика казалась просто космос. Реализм. О да, вот это про реализм в «Принце Персии» это очень показательно. Как наше восприятие зависит от времени, от контекста. То, что им казалось реалистичным, сегодня выглядит, мягко говоря, условно. Угу. Но, может, как раз эта условность и заставляла воображение работать, достраивать мир у себя в голове. И цена ошибки там была высока. Ловушки, пропасти. Не то слово. И Тетрис, конечно. Как без него? Массовость, азарт, погоня за рекордами. Он как-то особняком стоит, мне кажется. Да. В их диалоге Тетрис — это прям феномен. Простая, но гениальная механика, понятная всем, затягивающая, бесконечная. Это вот другая грань игр того времени. Чистый геймплей, реакция, мышление, никакого сюжета, персонажей, просто фигуры падают. Так что же все это значит, если попробовать как-то обобщить? Вот слушаешь их воспоминания и понимаешь, дело не в графике, не в сюжетах даже, а в самом опыте. В ощущениях. Да. В вызове, который эти игры бросали. Возможности разделить этот опыт с друзьями, или посоревноваться. И в том, как эти простые пиксельные миры умудрялись создавать такие яркие, такие долгие воспоминания. Именно так. Источник, по сути, высвечивает такие фундаментальные вещи.
классные, отточенные механики, сложность не как наказание, а как стимул стать лучше. И, конечно, вот этот мощный социальный аспект. Играть вместе, рядом. Мгм. И, знаешь, слушая их ностальгию, невольно задумываешься, а что из этого, вот из этих ключевых элементов, простота геймплея, высокий порог сложности, фокус на живом взаимодействии, что из этого сохраняется в современных играх? Или как оно трансформируется? И не теряем ли мы что-то из той самой магии, о которой говорили Иван и Боб, в погоне за технологиями, фотореализмом, сложными сюжетами? Вот это, мне кажется, интересный вопрос для размышлений.